Большинство родителей сталкивается с множеством проблем, когда у их чад появляются первые молочные зубки. Это болезненное состояние сопровождается набуханием и болью в деснах, отказом от пищи, расстройствами пищеварения, ухудшением сна. Может ли среди таких симптомов быть и кашель? Почему он возникает? И надо ли его лечить? Как долго он может продолжаться? Родителям грудничков трудно самостоятельно определить, кашляет ли малыш, потому что простужен, или это результат прорезывания зубов. В большинстве случаев мокрый кашель может быть вызван обильным слюноотделением. Тогда он проходит за несколько дней, и потребности в специальном лечении не возникает. Мама должна внимательно осмотреть кожу вокруг рта крохи. Из-за отхаркиваемой слюны на ней может появляться раздражение. Это свидетельствует о природном происхождении кашлевого рефлекса при прорезывании молочных зубчиков. Когда же у крохи наблюдается насморк и частый кашель, хрипы и одышка, при этом они сохраняются дольше 2 дней, то необходимо вызвать детского врача для осмотра. Ведь такая клиническая картина может быть и не связана с появлением зубов, а свидетельствовать о простудном недуге. Он, в свою очередь, является результатом снижения защитных сил организма. В период появления первых молочных зубов у детишек может наблюдаться сухой кашель. Возникает он после длительного плача как следствие заложенности носика. Причиной кашлевого рефлекса у малыша может быть скопление слюны в горле, раздражение слизью задней стенки глотки. Это и вызывает рефлекторную реакцию. Родители должны, прежде всего, устранять боль от прорезывания. Ведь процесс появления первых зубчиков очень болезненный. Самое простое, что можно предложить крохе, это охлажденный прорезыватель. Можно сделать массаж десен, если ребенок это позволит. Помимо таких средств облегчения состояния, целесообразно применять специальные мази, гели, сиропы либо ректальные свечи, к примеру, вибуркал. Чтобы грудничка не беспокоил ночной кашель при росте зубчиков, рекомендуется периодически промывать носик специальными аптечными бактерицидными средствами. Можно и самостоятельно делать растворы на основе морской соли. Чайная ложечка на стакан охлажденной кипяченой воды. Промывание позволит избежать скапливания мокроты, пересыхания слизистых оболочек. По назначению педиатра с целью увлажнения носовых пазух применяются спреи Солин, Аквамарис. И насморк, и кашель могут быть последствиями инфекционных недугов либо ОРЗ. Поэтому известный педиатр Евгений Комаровский советует родителям после начала появления первых молочных зубов давать деткам иммуностимулирующие препараты. Это повысит защитные функции организма в трудный для крохи период. Улучшить природное стекание мокроты и слюны по слизистой гортани можно, приподнимая головку лежащего в кроватке малыша. Помимо этого, рекомендуется периодически предлагать ребенку питье, любимые напитки. Полезно чаще проветривать комнату, чтобы не давать мокроте засыхать. Стоит отметить, что кашель при прорезывании зубов у деток проходит самостоятельно за 2-3 часа дня. Озабоченность родителей по этому поводу понятна, ведь этот процесс сопровождается недоспанными ночами, переживаниями, снижением веса ребенка. Как долго будут прорезываться органы жевания, зависит от генетической предрасположенности. Особенности процесса передаются по наследству. Есть детки, у которых все проходят практически без ухудшений самочувствия, насморка, повышения температуры. Обычно процесс начинается после полугода, иногда в 4, порой в 10 месяцев. А к 12 месяцам у деток уже есть первые 4 или 8 зубов, по 4 на каждой челюсти. К 2 годикам у деток уже присутствует 20 молочных зубов, полный комплект. В 6-7-летнем возрасте они начинают сменяться постоянными. Но этот процесс уже не такой болезненный и проблематичный. Итак, взросление малыша и его подготовка к знакомству с пищей взрослых сопровождается болезненным процессом появления первых зубчиков, что сопровождается капризностью, болью, насморком и кашлем.